Привет! Сегодня в видео я расскажу тебе про самые маленькие и при этом очень функциональные наушники из тех, что когда-либо были у меня в использовании. Сегодня речь пойдет о новых беспроводных наушниках OneMo Comfort Buds Mini. Несмотря на свои миниатюрные габариты, они имеют на борту отлично работающую систему активного шумоподавления и прозрачности, довольно годные микрофоны, особенно если учитывать их классический формат без ножек, и при этом очень хорошее звучание с возможностью тонкой настройки эквалайзера на слух с помощью специальной опции Sound ID. Но как обычно это бывает, в самом начале я расскажу про внешние особенности. Итак, как я уже успел отметить, устройство имеет очень миниатюрные размеры. Этот момент касается не только самих наушников, но и зарядного кейса. У меня экземпляр в белом цвете, но в продаже будет доступен еще и черный. И вот сугубо на мой взгляд, купить их в черном будет куда практичнее, нежели в белом. Хотя здесь история на любителя. Материал изготовления — это очень качественный матовый софт-тач пластик. Зарядный кредл в руках ощущается очень приятно и не выглядит детской игрушкой. Я бы даже дал этому формату отдельную категорию — Super Pocket Friendly. Все детали здесь подогнаны хорошо, крышка закрывается плотно, издавая характерный щелчок. Петля хоть и пластиковая, но с установленным в нее доводчиком. Ничего не люфтит ни в открытом, ни в закрытом положениях. Кейс открывается на более чем 90 градусов, что позволяет извлекать наушники без особых проблем. На передней стороне имеется светодиодный индикатор состояния, который горит разными цветами в зависимости от уровня оставшейся энергии. Пополнять ее можно как по проводному интерфейсу, так и по беспроводу. Внутри установлен аккумуляторный блок на 440 мАч с функцией быстрой зарядки для наушников. 10 минут, проведенных внутри, позволит дополнительно слушать музыку до 1,5 часов. Емкость аккумуляторов в каждом из наушников составляет 37 мАч. На правом боку корпуса зарядного кредла расположена кнопка сопряжения и сброса до заводских настроек. Само подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса, но возможно при первичном сопряжении потребуется прибегнуть к использованию этой самой кнопки. Наушники при этом доставать не нужно. Ими, кстати, можно пользоваться как вместе, так и по отдельности. Это уже давно стало неким стандартом для подобных устройств, но тем не менее с периодической регулярностью под обзорами об этом спрашивают. Наушники очень легкие и при этом супер маленькие. Благодаря такому решению, а также полностью матовому корпусу, сидят они в ушах как влитые. Буквально через считанные минуты ты вообще забываешь об их присутствии. Признаюсь честно, давненько я не испытывал подобного ощущения. В комплекте идет 4 пары сменных амбушюр и вопреки ожиданиям, а также предыдущему опыту с моделью Piston Buds Pro, имеющиеся насадки мне подошли идеально. Размера L для моих ушных каналов оказалось вполне достаточно. Посадка плотная. Несмотря на то, что с внешних сторон в наушники установили статусные светодиоды, горят они лишь во время зарядки внутри кейса. Во время работы они не активны. Из примечательных конструктивных особенностей в очередной раз отмечу металлические перфорированные пластины вместо классических сеток на звуководах, а также встроенные инфракрасные датчики автопаузы. Работу этих самых датчиков приближения, ровно как и все остальные опции, можно настроить в фирменном приложении OneMo Music, которое доступно как в Google Play Market, так и в App Store для iPhone. Сама программа уже не нова, она полностью переведена на русский язык и интуитивно разобраться в ней не составит большого труда. И тем не менее, именно с появлением данной модели в приложение добавили и обновили некоторые функции, хотя при этом и кое-что убрали. Сверху главной страницы в процентах отображены уровни зарядов как кейса, так и каждого из наушников, а чуть ниже сосредоточены основные настройки устройства. Бар аудиофильтров представлен в виде 3 иконок: шумоподавление, прозрачность и обычный режим. Причем непосредственно ANC раздел делится еще на 3 дополнительных уровня: максимальное, мягкое и противоветренное. Самый сильный из них способен справиться с шумом до 40 дБ, при этом хотелось бы отметить, что здесь его работа действительно очень хороша. По качеству фильтрации я могу их сравнить с прошлогодним флагманом компании наушниками Comfort Buds Pro. Максимальное шумоподавление очень хорошо справляется с шумом даже в общественном транспорте. Про ТЦ и уличные локации говорить не приходится, там все замечательно. Да и по-хорошему обратная сторона ANC режим прозрачности в этих наушниках отрабатывает просто великолепно. Признаюсь честно, опцию ANC подавления шума я использую очень редко, в затычках мне обычно достаточно и пассивной, а вот трансляция окружения для меня очень
очень важна. Ведь именно эта функция позволила мне когда-то уйти от периодически выпадающих из ушей вкладышей в пользу внутриканалок. Переключение всех режимов зашито на одинарное касание с удержанием сенсора и сопровождается системной озвучкой без голоса. Друзья, сейчас еду, тестирую режим прозрачности. Я часто пользуюсь наушниками в автомобиле, и в целом могу сказать, что здесь он просто великолепен. Я не знаю, как еще по-другому это описать. То есть режим прозрачности в этих наушниках можно с легкостью использовать для автомобилистов. Я абсолютно все слышу, что происходит снаружи. Мне в принципе не нужно даже вытаскивать наушники. То есть слышу даже скрип автобуса, то есть стук колес фур. То есть вообще прям абсолютно все звуки, которые вокруг меня окружают, я слышу. Давно я такого режима прозрачности не тестировал, так что в целом могу сказать, что мне все очень даже понравилось. Для комфортного использования наушников в приложении также можно переназначить жесты управления. Действий для этого, правда, всего 2, так что придется выбирать, что удобно именно тебе. Есть возможность назначить переключение треков, плей-паузу и регулировку громкости. Сенсор работает корректно, отзывчиво, а мисклики сведены к минимуму, ведь жеста на одинарное касание в этой модели нет. Единственным существенным недостатком для кого-то может оказаться отсутствие в наушниках режима с низкой задержкой для игр. Признаться, решение его не добавлять было немного странным, но возможно с обновлением приложения эта опция все же появится, ведь без нее играть в популярные шутеры в этих наушниках очень некомфортно. Задержка в PUBG Mobile и Call of Duty Mobile по моим замерам составила аж целых 400-520 миллисекунд. Результат очень слабый, и это отчетливо слышно во время игрового процесса. На YouTube с этим как-то более-менее сносно, но там в большей степени старается сама площадка, так что ролики можно смотреть комфортно. Что же касается непосредственно звучания, то здесь у нас первое обновление. Вместо привычного раздела со звуковыми пресетами от SonarWorks, на этот раз производитель позволяет лично каждому накрутить то звучание, которое ему больше по душе, под свой любимый жанр. Для этих целей в программе есть специальный раздел Sound ID. Для начала из небольшого списка здесь надо выбрать своеобразный тип музыки, по которой будет осуществляться настройка. Ну а после тебе дают послушать ее фрагменты с определенными обработками и без. Ты выбираешь, какое звучание тебе нравится, и двигаешься дальше. После чего по итогу получаешь свой индивидуальный музыкальный пресет. В целом идея интересная, и раза с третьего у меня даже получилось создать довольно хорошую надстройку. Но отмечу сразу, что истоковое звучание в этих наушниках мне очень понравилось. Здесь я также позволю себе провести аналогию с флагманскими Comfort Buds Pro. Звук насыщенный, детализированный и довольно универсальный. Лично мне хватило абсолютно всего. Низкие частоты умеренно напористые, но при этом достаточно объемные. Да, исходный звук басхедным не назовешь, но для этого и существует система Sound ID. Накрутить можно как угодно. А непосредственно в стоке баланс все равно великолепный. Середина не перекрывается басом, что позволяет слушать вокально-инструментальные композиции, не напрягаясь. При этом верхушки звучат гармонично, не пытаясь вылезти выше необходимого. В целом вся частотная картина очень приятная, и такой расклад подойдет для любого жанра музыки. В принципе, не зря именно такой звук и стал основой для нового способа эквализации. Разумеется, говоря о звуке в этих наушниках, не могу не отметить и встроенный прогрев драйверов посредством собственных ресурсов. Процесс протекает в 4 этапа и суммарно занимает 120 часов, не считая перерывы. На этот раз я греть сильно не стал и обошелся всего одним этапом. Повторюсь, звук из коробки меня более чем устроил, ну а тот факт, что его потенциал с течением времени только вырастет, радует меня еще больше. За звучание в наушниках отвечают 7-мм динамические драйверы, а над передачей звука трудятся 2 аудиокодека на выбор, это AAC и SBC. Передача сигнала происходит по современному интерфейсу Bluetooth версии 5.2. В сравнении с предыдущей моделью Piston Buds Pro эти наушники играют громче. Запас хоть и небольшой, здесь имеется. В моем тесте автономности на 100% громкости они отыграли 5 часов и 19 минут, при этом фильтры ANC были отключены. Признаюсь, для таких габаритов автономка просто великолепная. Из дополнительных возможностей так называемая релакс-функция из приложения также никуда не делась, но тем не менее ее немного проапгрейдили. В наличии по-прежнему имеется 30 звуковых дорожек с успокаивающими звуками, но теперь в быстром доступе можно добавить всего лишь 6 вариаций из всех имеющихся. Насколько я понял, это сделано для удобства, чтобы добавить только любимые и не листать все 30.
При этом теперь можно устанавливать своеобразный таймер, определенный отрезок времени в интервале от 30 до 150 минут, на протяжении которого этот звук и будет проигрываться. В общем, как по мне, эта функция стала более удобной, ну а вкупе с габаритами наушники ComfoBuds Mini можно считать очень удобным решением для сна. Я пробовал на себе, лежать и спать в них действительно удобно. К слову сказать, подойдут наушники не только для отдыха, но и для активных тренировок. Помимо своей отличной посадки, наушники обладают влагозащитой по стандарту IPX5, так что заниматься в них спортом будет очень комфортно. Ну а теперь настал момент послушать, как отрабатывают встроенные в эти наушники микрофоны. Сразу хочу отметить, что фильтр справляется очень даже хорошо. Я специально для контраста в некоторых тестах вставил звук из локаций, для того чтобы оценить нагрузку. Ну что ж, друзья, проверяем работу микрофонов в более-менее таких полевых условиях. Это наушники OneMo ComfoBuds Mini. Подъезжает сейчас электричечка сюда. Становится более сильным. Примерно можно прикинуть, как тебя будет слышать собеседник. Плюсом ко всему, я периодически пытаюсь здесь уловить какой-то ветерочек. Не знаю, насколько это сильно получается, но ветер сегодня здесь задувает. Вот как-то так примерно это все работает. Как-то так тебя будет слышать собеседник при вот таком сценарии использования. Итак, проверяем работу микрофонов в наушниках OneMo ComfoBuds Mini. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Соответственно, сюда мне порывами начинает задувать ветер, шум от дороги, от проезжающих мимо машин. Проспект Мира, довольно шумная локация, скорость 65 км в час. Ну и как-то так тебя будет слышать собеседник при разговоре с открытыми окнами. Ну вот еще один тест работы микрофонов в новых наушниках OneMo ComfoBuds Mini. Вот таким образом они отрабатывают в торговом центре. Сейчас здесь по громкой связи какие-то объявления вещают, плюс... Ну, какие-то люди здесь ходят, конечно, народу не так много, но тем не менее. При всем этом можно примерно оценить качество работы микрофонов при вот таком сценарии использования. Если, допустим, ты будешь разговаривать по этим самым наушникам, находясь в каком-то торговом центре. В целом, микрофоны мне как работают понравились по предыдущим тестам. Ну, а ты пиши в комментариях, как тебе работа данных микрофонов. Ну и разумеется, никуда не делся и второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум вот таким вот образом. Она потихонечку набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот. Фрагмент этого шума я тебе вставил, чтобы послушать, при каких условиях данный тест проводится. Ну и примерно как-то так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по этим наушникам, находясь в каком-то очень сильно шумном помещении. Да, без ветра, но тем не менее в сильно шумном помещении. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, могу сказать однозначно, что наушники мне очень понравились. Признаюсь, я не особый любитель классических затычек, но данная модель мне очень зашла. И тут скорее дело в реальном удобстве этих наушников, ведь в них правда очень комфортно находиться. Плюс есть хорошая прозрачность и шумодав ANC. Ну и разумеется, звучат они отлично. Из условных недостатков отмечу лишь отсутствие игрового режима, отсутствие мультиподключения и невозможность управлять всеми функциями мультимедиа прямо с наушников. По всем остальным моментам модель получилась интересной, функциональной и удобной. Ну что же, вроде бы все, что хотел про эти наушники, я сегодня рассказал. Надеюсь, мое видео было кому-то полезным. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих моих обзорах. Пока-пока.